Здравствуйте! Как вы, наверное, заметили, на моем YouTube-канале был довольно долгий перерыв с появлением новых выпусков. Для этого было достаточно причин, но основная причина, конечно же, это колониальная война России против моей родины Украины. Участились и стали более жестокими воздушные налеты на город Киев, в котором я живу. Этим летом я ездил к дочери в гости в Великобританию и пробыл там почти 1,5 месяца, хоть поспал без бомбардировок. Кроме спокойного сна, конечно, у меня были интересные встречи. К примеру, с моим другом Кимой Нишикаварой из группы Колоссеум. С Кимом мы дружим более 3 лет, и я подумал, что пора бы сделать выпуск с рассказом о старой британской группе Колизей. Свой дебютный альбом группа выпустила еще в 1969 году. А последний на сегодняшний день в этом 2025 году. Такое редко бывает, но с этой группой, с ее нынешним составом, я знаком лично, и мне есть что о них рассказать, исходя из личного опыта общения с ними. Я надеюсь, что мой рассказ об этой группе будет вам интересен. В моей коллекции винила есть 8 альбомов группы Колоссеум. Это и студийные альбомы, и сборник, и концертный альбом. Всего у группы 7 студийных альбомов в оригинале выходили на виниле. Еще 2 выходили в оригинале на CD, а на виниле уже в виде переизданий. В моем обзоре я расскажу вам о студийных альбомах группы, об одном концертном альбоме, который есть в моей коллекции, хотя группа выпустила более 10 концертных альбомов. А также я расскажу о паре сборных альбомах, хотя сборников у группы было выпущено также более 10 штук. Конечно, мы поговорим и об одном альбоме группы Колоссеум 2, который также есть в моей коллекции винила. Как вы знаете, с 1975 года по 1978 существовала отдельная группа Колоссеум 2, основанная лидером Колоссеум Джоном Хайсманом. Также в качестве бонуса я познакомлю вас с сольным альбомом саксофониста группы Колоссеум, моего друга Кима Нишикавары, который он мне подарил. А ранее я наблюдал за работой над записью этого альбома в студии звукозаписи в Стокпорте, Великобритании. Но давайте все по порядку. Сначала о самой группе Колоссеум. Колоссеум – это британская джаз-рок-группа, сочетающая блюз, рок и джазовую импровизацию. Как писал всем известный Колин Ларкин, коммерческое признание джаз-рока в Великобритании во многом было обусловлено именно этой группой. Группа Колоссеум была образована в начале 1968 года барабанщиком Джоном Хайсманом и тенором-саксофонистом Диком Хэкстелл Смитом, которые ранее уже работали вместе в паре проектах. В начале 1968 года они также оба играли в группе Джона Мейла Blues Breakers и участвовали в записи всем известного альбома Bear Virus. В новой группе Дик Хэкстелл Смит получил возможность продемонстрировать свои композиторские и инструментальные способности, играя одновременно на 2 саксофонах. Дик Хэкстелл Смит в детстве играл на фортепиано, кларнете и альт-саксофоне. В 15 лет он начал играть на сопрано-саксофоне в студии Foxhole. Когда Хайсман учился в школе, он сначала изучал игру на скрипке и фортепиано, но в конечном итоге сосредоточился на ударных инструментах. В школе он играл в трио с одноклассниками Дэйвом Гринслейдом на фортепиано и Тони Ривзом на контрабасе. Поэтому вполне логично, что в новую группу в качестве бас-гитариста был приглашен Тони Ривз. Впоследствии Ривз стал известен своим характерным и сложным басовым звучанием и использованием электронных эффектов. На место клавишника в группу Колоссеум пригласили еще одного друга детства Дэйва Гринслейда. Место гитариста занял Джим Рош, а Джеймс Литтерленд был принят в качестве вокалиста и впоследствии взял на себя роль гитариста после ухода Роша из группы. Как вспоминал сам Джон Хайсман в одном из своих интервью, барабаны никогда не интересовали меня так же, как то влияние, которое они оказывали на группу. Так что если вы хотите быть дирижером рок-н-ролльной группы, лучший вариант – быть барабанщиком. Мне никогда не были интересны барабаны просто ради игры на них. Поэтому после первых 6-7 лет игры я практически не практиковался. Я стал профессиональным музыкантом в 22 года и с тех пор редко практикуюсь.
Конечно, я поддерживал форму между турами, но тренировки нужны были для того, чтобы делать то, чего ты еще не умеешь. У меня никогда не было времени. Я просто вырабатывал свой стиль в группах, с которыми играл, и старался играть музыку группы, а не на барабанах. Чтобы стать барабанщиком, нужно полностью погрузиться в группу. Нужно проникнуть прямо в душу музыкантов, в их головы, и дать им уверенность, чтобы они могли летать. Именно этим и занимается барабанщик. Это не имеет никакого отношения к игре на барабанах. Физическая сторона игры на барабанах не существует сама по себе. На самом деле физическая сторона игры на любом инструменте не является ее сутью. После своего дебютного концерта в Скарборо группа Колоссеум обрела ценного союзника в лице легендарного диджея BBC Джона Пила, который пригласил группу на свое радиошоу Top Gear, а компания Fontana Records подписала с группой контракт на их первый альбом под названием The Who Are About to Die Salute You, который вышел в 1969 году. В марте того же года новообразованная группа приняла участие в супершоу вместе с такими звездами, как Led Zeppelin, Джек Брюс, Эрик Клэптон и другими. Дебютный альбом группы Colosseum был выпущен в 1969 году на лейбле Fontana. Назывался он Those Who Are About to Die Salute You. В моей коллекции данный альбом представлен переизданием 1983 года, выпущенным в Германии. Название альбома – это перевод латинской фразы «Morituri te solitant», с которой, согласно распространенному мнению, но не академическому, гладиаторы обращались к императору перед началом гладиаторского боя. В рецензии к альбому на AllMusic написали: «Альбом мощный, в нем в один момент раскрывается инструментальное мастерство каждого участника, а в следующий все объединяются, формируя взрывной поток прогрессивного джаз-рока». В этом альбоме группа показала свою способность создавать нетрадиционное, но доступное сочетание джаза, рока и классики. Особенно на альбоме выделяется вокал Джеймса Литтерленда. Несмотря на прогрессивные элементы, в основе альбома все-таки лежат блюз и джаз, что часто отмечается в ретроспективных обзорах. Некоторые считают этот альбом одним из лучших в традиции голубоглазого блюза. Игра всех музыкантов на этом альбоме великолепна. Уникальный баланс между джаз-роковыми барабанами, джазовыми духовыми и R&B клавишными возносит эту музыку на вершину раннего джаз-рока. Сочетание органа и саксофона придало группе характерный почерк. Продюсерская работа Тони Ривза превосходна. Можно сказать, что это один из лучших продакшенов конца 60-х годов. Тут нужно уточнить, почему именно Тони Ривз стал продюсером альбома. Дело в том, что он единственный в группе имел подобный опыт работы. Ривз работал ранее в звукозаписывающей компании Decca, что стало его прекрасным вторым музыкальным образованием. Он работал на фабрике в отделе контроля качества. Участвовал в отсеивании и контроле качества самих пластинок на протяжении всего процесса производства, от изготовления мастер-лент, материнских копий, штампов и всего остального. Тони поработал там около 4 лет, и огромным преимуществом было то, что в рамках своей работы ему приходилось слушать всю музыкальную продукцию Decca Records Group, что было очень полезно для развития его музыкального вкуса и восприятия. Потом Тони решил, что хотел бы и сам стать музыкальным продюсером. Ривз перебрался в головной офис компании и стал помощником продюсера. Затем Тони устроился на Pye Records, где уже и получил первый опыт продюсирования. Песня Walking in the Park, открывающая альбом Those Who Are About to Die Salute You, это композиция с более выраженным влиянием духовых инструментов. Она часто упоминается в качестве одной из главных достижений группы. Walking in the Park – это композиция Грэма Бонда. Хайзман играл в фильме Бонда Organization. Второй трек на альбоме Pretty Hard Luck представляет собой стильный блюзовый экскурс с яркими клавишными на периферии. Трек «Мандарин», основанный на японской мягкой гамме, начался с серии набросков Дэйва Гринслида. Тони Ривз объединил эти фрагменты в основную тему и сделал аранжировку песни. Треки «Мандарин» и «Backwater Blues» созданы с идеальным сочетанием джаза и блюза, безупречно представляя слияние фирменного звучания Colosseum. Первая сторона альбома завершается треком «Дебют». Это первая песня, исполненная Colosseum как группой. Тони Ривз позже вспоминал, что трек «Дебют» по сути был фразой, которую Мик Тейлор играл Джоном Мейлом, а Ривз просто немного изменил ее басовую партию.
и группа Colosseum в полном составе доработала этот трек. Трек Be There The Ides of March, открывающий вторую струну альбома, заимствует тему из фуги Токкаты и фуги ре минор Иоганна Себастьяна Баха. В общем, на альбоме нет проходных треков. Каждая песня обладает собственной индивидуальностью и неповторимой энергетикой. Альбом достиг 15 места в британском чарте альбомов, а также занял 23 место в списке Колина Ларкина «50 давно забытых жемчужин» из списка 1000 лучших альбомов всех времен.